Всем привет, дорогие друзья! Мы в Подгорице. Уже вы помните с предыдущего видео, что пришлось мне переехать, и в этом видео хочу рассказать вам свои первые впечатления о жизни в этом чудесном городе. Да, друзья, меня на самом деле первое впечатление было небольшое удивление, потому что архитектура, то, что вводится в эксплуатацию новые здания, они очень, так скажем, современные и вводятся, наверное, довольно-таки быстрыми темпами. Судя по тому, что я знаю. Потому что тот район, в который я заехал, дома были сданы всего лишь года 3 назад. Это считается уже не совсем модным, классным районом, а вот Сити-кварт, в котором мы, собственно, сейчас и находимся, наоборот, производит на жителей Подгорицы и всех, кто сюда приезжает, такое вот впечатление суперсовременного и стильного района. Но мы пока что смотрим, да, с вами архитектуру, чем отличается провинция от столичной жизни. Неимоверно красиво, классно. Людей тут нету, потому что и время такое я выбрал пораньше походить, поснимать, и, в принципе, выходной. Сейчас с вами пройдемся около дороги, и вы тоже посмотрите, насколько прикольно здесь все сделано. Мне даже местами это напомнило нашу Боровую под Минском, которая находится. Тоже очень ультрасовременная классная застройка, адаптированная под современную городскую жизнь и имеет все, что необходимо. Здесь, в принципе, все то же самое. На первых этажах, как вы видите, куча магазинов, но сегодня выходной, естественно, ничего не работает, кроме кафе. Кафе здесь постоянно забиты, и бросается в глаза, насколько здесь много молодежи. Все-таки самый густонаселенный город страны, и где-то же они должны быть, все эти люди. Детские магазины, взрослые магазины, ну и, естественно, куча кафешек разного типа. Я попозже вам покажу уже некоторые, которые я успел посетить, и расскажу о впечатлениях про цену, про качество, потому что здесь действительно есть с чем сравнить. Вот этот, например, итальянский Сокко Италиан мороженое, похоже на будванскую году, только побольше, и тоже очень популярное место здесь. Ну, я делаю вывод, что раз людей всегда много в любое время, значит, оно действительно делается классно здесь все. Можете посмотреть чуть-чуть интерьер и сравнить с тем, что есть в ваших городах, там, где вы живете. Введено в эксплуатацию здание, это гостиница, наверное. Все адаптировано для того, чтобы здесь было комфортно, красиво. Кто-то может здесь снять себе жилье, кто предпочитает и может позволить себе подороже оплачивать. Соизмеримо с прибрежными ценами. То есть то, что на берегу грустное, то здесь будет очень хорошее по качеству, по ремонту, ну и по доступности всяких услуг в шаговой доступности. Здесь, видите, 2 этажа, внизу садик разбит, и там фонтан. Фонтан вечером, естественно, с подсветкой, и в темноте даже красивее смотрится. Ну а сейчас просто приятно, такой свежестью отдает. Если кому-то слишком жарко и не любит жару, всегда может спуститься, посидеть, отдохнуть. Вот. Фитнес-центров. Это сколько здесь спортзалов. Черногорцы действительно любят спорт, и это видно не только по тому, что они сами все спортивные, но еще и по услугам типа вот этих фитнес-центров. На каждом углу там иногда по несколько штук. Вот еще один. 10-20 метров буквально между ними. Ну, наверное, они не сильно такие большие, огромные, ограниченные по пространству, но их толпа везде. Это детский даже. Ого. Не просто джим, а для деток. Вот так вот. Вот и баня. Еще я не ходил туда, но собираюсь. А если кто-то уже ходил в эту баню, напишите в комментариях, как вам понравилось, очень или не очень. Дома уже высокие, те, кто привык жить в таких районах, там с 9-10 этажками, но здесь на современный манер. Не могу сравнить, естественно, с другими районами, в других странах и городах, но выглядит все очень приятно. Очень ценится здесь зелень. Везде в таких новых кварталах существуют островки зелени. Уютнее становится сразу же. Ну и, конечно же, по возрасту деревьев можно уже сразу понимать, что было построено давно, а что вот относительно недавно. Здесь, видите, деревья пока еще такие молодые, со временем вырастут и тоже будет все утопать в зелень. Потому что если взять более старую Подгорицу, там, конечно, леса. Ну и бросается в глаза, сколько здесь много стройки. Все строится. Это круто. Обычный жилой дом и огромная парковка. И сравните с городом-санаторием. Кто знает, город-санаторий — это Херцег-Нови. С миллиметра к миллиметру нужно высчитывать, чтобы запарковаться, никого не поцарапать. Ну и здесь, видите, да, продумано, и сколько огромное место выделено под автомобили. Ну, в современных домах паркинги еще помимо того, что рядом с домом есть еще и подземный. Насколько я правильно понял, то в районе 100 евро будет стоить машиноместо в таком подземном паркинге в среднем, везде.
И на этой улице снова толпа магазинов. Если вы любите тренды, какую-то следовать моду, то именно в Подгорице это все будет в шаговой доступности. Здесь не будет супер-супер огромного выбора самых модных брендов. Если вы один из тех людей, которые, например, объехали за день все магазины Минска и не смогли себе найти какую-то майку, туфли или еще что-то, то в Подгорице, конечно же, проблема не решится. И это еще не самый большой набор магазинов, потому что рядом находится Big Fashion. Ну, все, кто живет в Черногории, знают огромный супермаркет, в котором представлены все бренды и Gucci, и Guess, все что угодно можно там найти. Центры по продаже автомобилей, Jaguar, Land Rover. Если вы задумывались о покупке машины, вот оно. Стоят и ждут, пока кто-нибудь придет их и заберет. Ну и снова еще одна типовая застройка напротив огромного торгового центра. Кафе. Мы продолжим тему кафе и ресторанов. Arabian Tea House. Тоже заведение такое, что удивляет. Офигенный чай, необычный интерьер, красивый, естественно. Ну, цены как цены. Не буду сравнивать уже по дороговизне, поэтому если интересуетесь, куда сходить, обязательно туда зайдите. Для любителей итальянской кухни запоминайте, кто не знает, Goodfellas. Все очень неистово его рекомендуют, потому что действительно сетевое кафе в американском стиле, американская пицца. И здесь она есть, в Подгорице. Кто любит, приходите. Еще, друзья, хочу вам показать мультикук Handmade Frozen Food. То есть, другими словами, пельмени, вареники, борщи и все вот русскоязычные здесь уже сделали. Здесь в Подгорице думал, где же, что же, надо будет кого-то искать. Но здесь уже даже целый магазин с производством открыт. Уже попробовал и понравилось. Если живете в Подгорице и не знали про это место, то вот наведайтесь. А если приезжаете периодически с побережья на закупы, то, наверное, вам смысла нет, потому что пока вы довезете назад, оно все растает. Так, ну и, собственно, для любителей пельменей цены сниму, озвучивать не буду, посмотрите на паузе. 14, 15, 16 евро килограмм. Вот все handmade. Здесь же находится цех, блинчики, голубцы, так, сырники, чебуреки, котлеты по-киевски, вареники, тефтельки, котлеты, паприка. Моя закупка на неделю из этого магазина составила сумма в 39 евро. Хинкали, борщи. Очень удобно, экономит время. Вот, друзья, пойдемте смотреть Подгорицу дальше, впечатляться позитивом. Что в Подгорице классно, то что все рядом. И сейчас мы находимся в парке Любович. Ну, помните, место, где я остановился. И почему он популярен у тех, кто любит заниматься спортом. Ну а что, например, сейчас 26, наверное, градусов на солнышке, комфортная погода, но периодически здесь выше 30. Вообще много таких вот колоночек в Подгорице, которые то там, то сям размещены. Для выгуливающих собак специально установлены как кашкоматы, чтобы собирать от питомцев. Так что пакетики с собой носят хозяева. Позитивный момент этого парка. Парк называется, выглядит как лес. Очень много здесь птиц живет. Звуки природы, конечно, красивые. В Будве там рядом была дорога, и звуки урбанистического города постоянно окружали. То здесь вот то скворцы, то, в общем, чирикает. Звуки природы прикольные. 5 минут прошел, и уже все, уже в парке, в красивой природе. Смотрите. Такое, знаете, своеобразное кардио. Можно, пока подымешься, уже немножко потренироваться. Своеобразный хайкинг. Когда бежишь в горочку, так еще бодрее, веселее.
И по моим наблюдениям, что я вот в Будве по утрам бегаю. Да ладно! Город больше, и поэтому, наверное, кажется, что больше спортсменов. А в Будве все же поменьше. То есть даже для любителей хайкинга шариться по горам есть в центре города специально отведенное место. Но оно на самом деле не одно. Здесь, если посмотреть по карте, несколько парков есть. Причем некоторые из них с дворцовыми комплексами, что втройне приятнее и интереснее. Ну и, друзья, конечно, не забываем про чудесную панораму, которая открывается с этого места. И весь город как на ладошке. Воркаут-зона. Большая и популярная. На самом деле сейчас здесь есть люди, не хочу смущать, поэтому их не снимаю. Для тяжелой атлетики уличный инструмент. Куча приспособлений для того, чтобы ваше тело получало нужную нагрузку и было словно у Аполлона. Помимо шикарных видов, чистейшего воздуха, что же еще парк может предложить? Разного рода платные развлечения с аттракционами. Море — это остатки провинциальных моих привычек, когда я жил в Будве, что выходишь и пару минут, и все, тебе пляжик, уже говорил про это. Но здесь есть озеро, Скадарское озеро. Судя по отзывам, тут 15 минут езды на автомобиле, возможно, даже такси туда ходит. Короче говоря, вообще почти рядом. Потом сходим с вами туда, съездим. К слову, немножко про транспорт. В Подгорице он развит и удобно на нем перемещаться. Я имею в виду общественный транспорт. Относительно недавно, со слов моих коллег, друзей, кто здесь живет, уже ввели возможность трекать, как ходят автобусы, непосредственно на Google Map. То есть в режиме реального времени видно, где какой транспорт идет, можно ориентироваться и довольно-таки удобно и быстро добраться практически в любую точку города. Но город небольшой, нужно это понимать, поэтому здесь либо пешком, там практически 15 минут в любую сторону до таких популярных мест, как вы поняли, уже там большие магазины, маленькие магазины, все в шаговой доступности тоже находится. Платные шеринговые услуги электросамокатов здесь довольно-таки популярны, поэтому без проблем можно в любой момент времени взять и доехать куда угодно. Но зачем брать самокат, если можно более комфортно доехать на такси? Такси здесь тоже супер развито, и у меня первая поездка на Тесле, там меньше чем 3 евро стоила, и аналогия с Будвой, когда я вызывал такси, обычно там где-то в районе 8 евро за это же расстояние приходилось платить. То есть транспорт доступнее и гораздо больше выбора. Причем, я на Тесле никогда не ездил, а тут уже вот в Подгорице такси было интересно. Но какой же город без исторического места, без центра притяжения туристов в какой-то кусочек маленькой истории? Но во время Второй мировой войны было почти все уничтожено, то есть город почти был стерт. И не так много исторических мест осталось. Башня Сахат-Кула, это, как видите, часовая башня. Она еще со времен османского владычества и была построена где-то в 1667 году. Находится она на площади Бичербега, Османагича. А район называется Старый Вараш. Когда-то эта башня была самым высоким зданием в городе. Ее высота 16 метров. В общем, друзья, на самом деле, конечно, не только эта башня достопримечательность Подгорицы. Не забывайте про Дуклю, не забывайте про монастыри, которые рядом находятся, церкви. Те, кто здесь не был или хочет еще погулять, то маршрутов очень много. То есть, если уже брать концентрацию именно таких вот исторических интересных мест, то, естественно, в Подгорице этого гораздо больше и ближе. Интересно, красиво выделяется все же это историческое место, вроде Османская империя, памятник архитектуры, и через дорогу начинается уже модерновая часть города. Железобетон, магазины современные, электросамокаты. Все смотрится как-то гармонично и интересно. Как вы поняли, Подгорица, она идеально зеленая. Она колоссально зеленая. Здесь очень много природы. Королевский парк. Он уже не просто так называется Королевский, он в центре города. Как все, здесь рядом центр, большой центр. И он очень сильно ухожен. Ни сориночки, ни мусоринки. Все, видите, как красиво, аккуратно газоны пострижены, уход за деревьями. Внимание, какие они здоровые, сколько им сотен лет. Тот, кто здесь живет, увлекается историей, напишите в комментариях, насколько этот парк стар. Про детей здесь не забывают, площадка детская, как всегда, есть, с мягким покрытием, и более-менее современная.
Опять вспоминаю, да, город-санаторий. Там нету детских площадок. Ну, по крайней мере, когда мы там с Аленой были, там их тогда не было. Ну ладно, там они были, но они были грустными. Кто смотрел видео, одна на несколько городов в модном районе Порто-Нове. С детьми и семьями, в общем, комфортнее получается жить в Подгорице. Здесь гораздо больше всего. Не согласны, если то напишите в комментариях. Вот еще одно притягательное место для тусовщиков. Это место было когда-то турецкими банями, ну а сейчас это книжный магазин. И место для тусовки, в общем, молодежи и всех, кто так или иначе занимается культурой. С другой стороны этого книжного магазина арт-кафе, назовем его так. Кафе Итака. Можно на карте посмотреть, если задумаете сюда идти. Здесь даже парковка большая есть для посетителей кафе. В общем, таких штук не хватает на побережье, вам честно скажу. Атмосфера такая напоминает и даже чем-то немного Минск. То есть вот культурный такой вот пласт, который был в наших городах, откуда мы приехали. Так что Подгорица вполне себе не то чтобы имеет право, а лидер во многих таких моментах, которые важны для каждого человека. А вы что думаете по этому поводу, друзья? Напишите в комментариях ваше мнение. Кто-то здесь из вас, естественно, уже выбрал Подгорицу и живет здесь уже давным-давно и может сказать, почему же не побережье. Разрешим этот давний спор, где же лучше жить в Черногории. Друзья, надеюсь, вы не забудете поставить лайк за обзор Подгорицы и получили что-то полезное, информативное для себя. Поэтому, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Все время смотрю по статистике, нас смотрят без подписки очень много людей. Поэтому лайк, подписка, как обычно. Все, друзья, до встречи в новых видео. Пока!